Воистину, Dungeons and Dragons, она же D&D, это бесконечно многообразная, глубокая и практически что не имеющая рамок игра. Но сколь бы ни были многообразны миры D&D, никогда не стоит забывать о классике, особенно ежели вы являетесь новичком и пока что только пробуете погрузиться в данный проект. Данное видео, а скорее даже серия роликов, будет посвящена разного рода существам из вселенной D&D. И ежели подобный формат будет вам интересен и в целом зайдет, то не забывайте ставить под этим роликом лайк и писать свои комментарии, ибо это как раз таки даст мне знать о том, что подобное будет востребовано, а значит будем работать и дальше. Но я, как и всегда, затянулся вступлением, подойдите вон к той бочке, да нет, не к этой бородатой, вон к той в углу, налейте себе полную пинту пива, ибо сегодня мы поговорим о дворфах, ну или же дварфах. Невысокие и крепкие. Жители подземных королевств, воины и шахтеры, и те, кого никак нельзя путать с гномами. Любители пива и раскроенных черепов орков. Смелые и выносливые дварфы известны как опытные воины, шахтеры, камнетесы и металлурги. Хотя при этом ростом они не превышают и 5 футов, что равно примерно 152 сантиметрам. При этом дварфы настолько широкоплечие и плотные, что весят они столько же, сколько превосходящий их в росте на 2 фута, примерно на 60 сантиметров, человек. А их отвага и выносливость ничем не уступает представителям, так скажем, остальных высоких народов. Кожа дварфов может иметь оттенок от темно-коричневого до светлого, но зачастую с красным оттенком. Волосы же они носят длинными, но при этом собранными, пускай и в самые простые прически. Обычно цвет их волос черный или же серый. Правда, иногда у дворфов как раз таки с бледной кожей могут встречаться даже рыжие волосы. Ну и разумеется, как визитная карточка расы, все дворфы-мужчины очень ценят свои бороды и, конечно же, тщательно за ними ухаживают. Дворфы делятся на несколько, так скажем, типов. На дворфов горных и холмовых, в зависимости от своего происхождения, ну то есть места обитания. Хотя больше, разумеется, именно что горных дворфов. Куда ж без этого, ведь это уже, можно сказать, канон. Дворф и не из гор, с ума сойти. Долгая память, долгие обиды. Дворфы могут жить более 400 лет, и потому старейшие из них часто помнят мир совсем иным, отличным от нынешнего. К примеру, некоторые из старейших гномов цитадели Фелбор в мире забытых королевств могут припомнить дни, когда более 3 веков назад орки завоевали их крепость, тем самым обрекая их на 250-летнее скитание. Такая долговечность жизни и памяти дает им особый взгляд на мир, которого по большей части лишены короткоживущие расы, на вроде людей или тех же орков. Дворфы народ стойкий и довольно выносливый, как и сами горы, в которых они обитают. Они стоически противостоят проходящим столетиям и при этом почти не меняются. Они уважают традиции своих кланов, при этом прослеживая их родословную до самого основания древнейших твердынь на рассвете еще совсем молодого мира. И от традиций этих они не отказываются с легкостью. Частью этих традиций является преданность богам дворфов, которые поощряют присущие им идеалы. Прилежный труд, сноровку в бою и, разумеется, любовь к кузнечному делу. Дворфам присуща непреклонность и лояльность, преданность своему слову и решительность в действиях, временами, правда, переходящая даже в упрямство. У многих дворфов сильно развито чувство справедливости, и они довольно медленно прощают причиненное им однажды зло. Обида, нанесенная однажды одному дворфу, это обида, нанесенная всему его клану. Таким образом, попытка отомстить какому-то дворфу может превратиться в настоящую кровную вражду. Кланы и королевства. Королевства дворфов простираются глубоко под горами, где непосредственно дворфы и добывают драгоценные металлы и камни. Дворфы в целом любят блеск золота, а также камней, и у некоторых эта самая любовь может перерасти даже в алчность. Ценности же, которые невозможно найти в горах, они получают благодаря торговле. Дворфы не любят корабли, и поэтому предприимчивые люди и полурослики частенько ведут торговлю дворфийскими товарами через водные пути. Благонадежным представителям онных рас всегда рады в дворфийских поселениях, хотя некоторые места закрыты даже для них. Главным элементом дворфийского общества является, конечно же, клан. И дворфы очень высоко ценят свое социальное положение. Даже те дворфы, что живут вдалеке от своего королевства, хранят свою принадлежность к клану, узнают относящихся к нему соплеменников и всегда взывают к именам предков, произнося клятвы или же даже просто выкрикивая проклятия.
Находясь в чужих землях, дворфы обычно работают ремесленниками, чаще всего оружейниками и ювелирами. Некоторые же становятся наемниками или телохранителями, при этом весьма ценимыми за присущую им храбрость и преданность. Дварф, что выбрал путь искателя приключений, может руководствоваться жаждой сокровищ для личного пользования, для достижения определенной цели или же даже просто ради альтруистического желания помочь другим. Другими же может двигать божественное озарение, прямой приказ или желание принести славу одному из своих дварфийских божеств. Ну и в общем-то на этом у меня все. Такие вот они, дворфы вселенной D&D. А что вы думаете об этом народе? Пишите в комментариях, будет интересно обсудить. Да и в целом выражайте свое мнение о том, как вам новая рубрика. Нравится, не нравится, продолжаем или нет? А ежели продолжаем, то какая раса следующая? Пишите, голосуйте. А я за сим откланиваюсь. Желаю вам удачи в вашем путешествии и до новых встреч!